покупать передовые флагманы не всегда самое хорошее решение. Доход у всех разный, поэтому смартфон лучше подбирать, учитывая свой бюджет. В этом видео я собрал для вас топ смартфонов в разной ценовой категории, от более дешевых к достаточно дорогим. Так что обязательно смотри это видео до конца и точно подберешь смартфон под свой вкус и бюджет. Лайк и подписка, погнали! И начнем со смартфонов до $100. Лучший, на мой взгляд, девайс в этой ценовой категории Realme C51. Есть две версии, 464 гигабайта и 4128. Внутри ультрабюджетный 8-ядерный чип Unisoc Tiger T612, выполненный по 12-нанометровому техпроцессу. К моему удивлению, экран за свои деньги достойный. 6,74-дюймовый IPS дисплей с частотой обновления 90 Гц. Ближайший конкурент в виде Redmi 12C предлагает только 60 Гц за те же деньги. Realme C51 использует USB-C для зарядки мощностью 33 Вт. А у Redmi установлен micro-USB, что уже не актуально для 2024 года. Аккумулятор у обоих девайсов на 5000 мАч. Основная камера на 50 мегапикселей с апертурой 1.8. Максимальное разрешение видео Full HD при 30 кадрах в секунду. Из беспроводных интерфейсов Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, NFC. Поэтому, по моему мнению, Realme C51 и есть лучший ультрабюджетник, оснащенный набором минимум. NFC, экран 90 Гц, емкий аккумулятор и быстрая зарядка. Если докинуть еще сотку, то можно найти две интересные модели. Realme C67 и Redmi Note 12. Снова противостояние Realme и Xiaomi. Да, оба устройства оснащаются чипом Qualcomm Snapdragon 685 и камерами на 108 мегапикселей. Главное различие – дисплей. У Realme это 90 герцовый IPS, а у Redmi 120 герцовый AMOLED. Кому мерцающая LED не по душе, присматривайтесь к Realme. Оба смартфона можно приобрести до $200, а в категории до $300 два представителя от Poco. Подешевле Poco M6 Pro, подороже Poco X6. Они похожи и внешне, и по начинке, и представлены были в этом году. Начнем со сходств. Оба аппарата продаются в конфигурации 8-256 гигабайт, что считается необходимым минимумом в смартфонах за такую цену. Диагональ экрана составляет 6,67 дюймов, это 120 герцовый AMOLED. Оба смартфона выполнены из пластика, есть защита от пыли и влаги IP54, погружать в воду нельзя. Система камер одинаковая по 3 модуля. Основная на 64 мегапикселя с оптической стабилизацией, сверхширокоугольный модуль на 8 мегапикселей и макро на 2. Фронтальная камера на 16 мегапикселей. Из коммуникаций Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, NFC, XPORT для управления бытовой техникой, USB-C, мощность зарядки до 67 Вт. Основная разница кроется в производительности. Младший Poco M6 Pro имеет на борту чипсет MediaTek Helio G99, а старший Poco X6 более мощный Qualcomm Snapdragon 7S Gen 2. Судя по Antutu, Дракон мощнее на 42%. Он набирает 590 тысяч баллов против 410 тысяч у Helio. В других бенчмарках результаты схожи. Snapdragon ожидаемо мощнее. Еще одно неочевидное отличие кроется в экранах. Матрица у Poco X6 12-битная, поэтому количество отображаемых цветов составляет порядка 68 миллиардов. Пиковая яркость 1800 нит против 1300 нит у M6 Pro. Есть поддержка Dolby Vision. Плюс разрешение у X6 QHD 2720 на 1220 точек, а у M6 Pro Full HD+, 2400 на 1080 точек. Вряд ли разница будет заметна, да и в целях энергосбережения кто-то снижает разрешение. Но отличия есть, и я не могу про него не рассказать. Poco X6 объективно выигрывает, но и стоит он $300. Если же игры вам не нужны, а фильмы в Dolby Vision на телефоне вы не смотрите, то присмотритесь к Poco M6 Pro. Он стоит $250-270. Можно найти и дешевле. В ценовой категории до $400 есть два претендента: Poco X6 Pro и Nothing Phone 2a. Каждый найдет своего покупателя, уверен. Poco X6 Pro объективно мощнее и актуальнее в плане характеристик. Внутри чип MediaTek Dimensity 8300 Ultra, 8 ГБ оперативной памяти типа LPDDR5X, 256 ГБ встроенной типа UFS 4.0. Это самые актуальные стандарты, а значит самые быстрые и эффективные. Смартфон набирает немыслимые 1,3 миллиона баллов в Antutu, отличный результат за свою цену. Дисплей такой же, как в Poco X6, 12-битный AMOLED с частотой 120 Гц и яркостью 1800 нит. Камера тройная, 64 мегапикселя, основная,
8 мегапикселей ультраширик и 2 мегапикселя макро. Съемка видео до 4К при 30 кадрах в секунду, либо Full HD при 60 кадрах в секунду. Беспроводные модули здесь самые современные. Почти. Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6, NFC, XPort 5G, аккумулятор на 5000 мАч поддерживает быструю зарядку до 67 Вт. Второй достойный смартфон Nothing Phone 2A. Пользователи полюбили смартфон от Nothing за то, что они не такие, как все. Оригинальный минималистичный дизайн со светящимися глифами на задней панели, неплохая производительность и адекватный ценник. Phone 2A позиционируется как среднебюджетный аппарат. В качестве начинки установлен чип Dimensity 7200 Pro, разработанный MediaTek специально для Nothing. Он, конечно, слабее, чем Dimensity 8300 Ultra, набирает лишь 600 тысяч баллов в Antutu. Показатель, прямо скажем, средний. Дисплей хороший, но не топовый. 6,7 дюймовый AMOLED с частотой 1300 нит. Камера двойная и оба модуля на 50 мегапикселей, и основной, и ультраширик. Аккумулятор получил емкость 5000 мАч, но мощность зарядки меньше, чем у конкурентов, всего 45 Вт. Зато поддерживается Hi-Fi 6, Bluetooth 5.3 и NFC. Смартфоны Nothing пользователи полюбили не только за железо и синтетику, сколько за оригинальный внешний вид и скорость работы. Phone 2A действительно летает, хоть и не совсем подходит для требовательных игр. А вот в категории до $500 я бы выбрал Google Pixel 8. Отличный девайс за свою цену. Его даже можно назвать флагманом. Флагманы от Google славятся, конечно же, камерой. Основной модуль на 50 мегапикселей с оптической стабилизацией, есть ультраширик на 12 мегапикселей. Вся магия заключена в программной постобработке, алгоритмах и искусственном интеллекте. Процессор фирменный Google Tensor G3. Как показывают тесты, для игр он не совсем подходит, зато система летает. Оперативной памяти 8 ГБ, встроенной 128-256. Кстати, это первый компакт в нашей подборке. Диагональ AMOLED дисплея составляет лишь 6,2 дюйма при разрешении Full HD+. Частота обновления 120 Гц, яркость внушительная 2000 нит. Материалы тоже премиальные, стекло и металл, никакого пластика. Используется самый современный Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.3, а аккумулятор на 4575 мАч заряжается мощностью 30 Вт. Есть быстрая беспроводная зарядка. Ссылки на все смартфоны, как всегда, будут в описании. Ну что, если вы уже готовы выложить приличную котлету за телефон и вам подходит категория до $750, то можно обратить внимание на Huawei P60 Pro в комплектации 8 256 ГБ. Смартфон отличается интересным дизайном и флагманским чипом, пусть и не последнего поколения. Это 4-нанометровый Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, набирающий около 1,3 миллионов баллов в Antutu. Матрица 10-битная, AMOLED 120 Гц. Экран безрамочный и изогнутый, так называемый водопад. Не каждому по душе, но фанаты у такого решения есть. Камера тройная, основной модуль на 48 мегапикселей имеет регулируемую диафрагму 1,4 до 4. Еще есть телеобъектив на 48 мегапикселей и ультраширик на 13 мегапикселей. Поддерживается зум до 200x и макро. Аккумулятор емкостью 4815 мАч поддерживает ультрабыструю проводную зарядку 88 Вт и очень быструю беспроводную 50 Вт. Заявлена водонепроницаемость по стандарту IP68. К сожалению, есть компромисс. Отсутствие сервисов Google из коробки, которое, впрочем, все же можно установить штатными средствами через Gbox. А если вы готовы потратить более $750, выбирайте любой актуальный флагман. Samsung Galaxy S24 Ultra, Xiaomi 14 Ultra, Google Pixel 8 Pro и так далее. Либо же присмотритесь к раскладушкам Galaxy Z Fold, Z Flip 5, Xiaomi Mi Mix Fold 3 и другим. Тоже хороший вариант, если вы хотите попробовать что-то новое и выложить за телефон кругленькую сумму. Предлагайте свои варианты и дополняйте список в комментариях, а если же смотрите в сторону iPhone, то прежде посмотрите вот это видео.